проигравший просто будет убирать курятник. Возьмем количеством, не качеством. Это подстава. Играю просто за них. Только немножко отплываем от кружков, звонит Макс и говорит, у вас 2 кружка перевернуты. 100% мы будем чемпионами этой рыбалки. Вас ждет курятник, вы будете чистить курятник. Ранний подъем, опять же красивый туман, хорошая погода, ветра практически нет, вкуснейший завтрак. Набрала я здесь, наверное, пару килограмм. Кушать было очень вкусно, и несмотря на то, что в завтраках я так очень скупа, я не очень понимаю, как можно вкусно позавтракать, теперь я знаю. Быстро кушаем, быстро прыгаем в теплую одежку, и я знаю, что предстоит лодка. Мне ребята сказали, оденься еще теплее, хотя я уже в прошлый раз все одела. Пока ребята собираются, я выхожу на пирс, беру спиннинг, беру маленькую кракозярку такую, приманочку, делаю первый заброс, первая проводка, поклевка. Достаю окунь. Нормальный такой кушочек такой. У нас появился козырь в рукаве, у нас появился окунь. В голове такой классно. Сейчас можно наловить окуня, пока еще все собираются. Второе, первая рыба, первый заброс. По традиции больше мы ничего поймать не должны. Мы начинаем спорить, вообще идет ли этот окунь в зачет, потому как время открытия соревнований не заявлено, мы еще с Настей в руки не брали, а он уже этого окуня поймал. Хотя ребята говорили, это нечестно, мы тут кушаем, а вот и вообще мы должны были из лодки не выходить целый день. Но окунь уже лежал в ней. Может быть, это нечестно, но курятник не улыбался не так сильно. Они что-то там повозмущались, но как-то слишком по-доброму, наверное, потому что завтрак был вкусный. Ну, так как мы с Сашей абсолютно уверены, что сегодня будет ведро уклейки как минимум, даже если ничего другого не поймаем, то мы разрешаем поставить этого окуня в зачет, ну и отправляем ребят на лодке ловить хищника, а сами остаемся на берегу. Ну, я бы на их месте не простила такого бонуса. Собираем снасти, садимся в лодку, прогреваем мотор и идем в подсказанное место ловить хищника. Удочки мы не брали, на кружки мы ловить не хотели. Все-таки мы хотели поймать трофея. Потому что, в принципе, в озере должна быть хорошая рыба. Здесь глубина, по-моему, максимально 26 метров. Ну, трофейная щука здесь должна быть. Мы остаемся на берегу, готовы ловить на все и готовы побеждать. Рыбу мы видим, рыба играет, она просто прыгает, выпрыгивает из воды. То есть мы видим, что рыбы тут достаточно. Щука под ногами у тебя гуляет, ты ее видишь ее боки, видишь ее, она уклейку гоняет. И, конечно, хочется взять в руки спиннинг и ее поймать. На какие только уловки мы не шли, закормились очень здорово. Мы кидали фидера, мы ловили поплавочную удочку, мы бросали спиннинг с берега. Саша говорит, все, я, все узнал у местных, на фидер здесь клюет, но надо знать как. Нужно повесить пенопластовый шарик, чтобы крючок поднимался как бы. И, наживка была поверху, потому что там много травы. И сейчас я все знаю, всю технологию, сейчас лещей наловим, говорит. Я говорю, ну давай. Ладно, вчера ты плевала. Сегодня я. Давай, кидай. У нас сегодня есть все шансы. И начинаем упираться в фидера, дабы уже там в расчете на какую-то трофейную рыбу, хотя бы одну. Я предлагаю, фидер мы забросили, взять в руки поплавочки.
уклейка клевала неплохо, то есть даже я бы сказал, уклейка клюет очень здорово, просто шикарно. Приходит кот. Местная звезда, которая знает всю рыбу в лицо, наверное, даже поименно. И возникает у меня дилемма, потому что кота мне очень хочется покормить, но так как каждая рыбка на счету, каждый граммик на счету, я говорю: кот, подожди, давай мы сначала взвесим все, а потом я тебе отдам всю рыбу. Ну, на самом деле, объективно это так не происходило, потому что кот очень хотел есть. И мы ее начинаем немножко и подкармливать. Эта кошечка вроде создает нам настроение приятное. То есть все происходило очень здорово. Хотя вот не стоило этого делать. Но я, конечно, совершенно не верю в то, что ребята что-то поймают. Я думаю, ну что они там поймают? Боже мой. Ничего не поймают и пойдут чистить курятник. А вот мы не пойдем с Сашей. Держи. Ну, все остальное ты умеешь, да? Мы выплываем. Я чувствую, что я рядом с профессионалом. Я уже не чувствую той неловкости. Спиннинг меня уже немножко слушает. Даже пару раз я услышала хвалебную: «О, так ты неплохо кидаешь». Один раз я слышала: «Не закинь в траву». Хотя до травы, да, сока, было порядком. И туда я особо не закидывала, но Максим уже начал опасаться, что я серьезный специалист в этом деле. Доходим мы до залива, про который нам рассказали местные. Делаем постановку и делаем первый заброс. Алена уже мастерски бросает спиннинг, чувствует проводку, что-то там уже изображает какие-то там подбрасывания, вот, перебирает приманки. Какие-то резиночки, какие-то пластмассовые рыбки, они выглядели космически. Мне все нравилось, было забавно. И я, как девочка, разглядывала вот эти все наживочки, перебирала их, и с ними можно было играть, мне кажется. С грузиков я уже придумала, что можно сделать бусы. Мы знаем, что кушок любит раков. Ну, в принципе, и щука любит раков. Кто их не любит? Представьте, не рачка, а такую кракозяку. Если бы она была живая, я бы упала в Можно обморок. на личинку. Ага. У тебя посимпатичнее, наверное, даже. Чем страшнее, тем лучше. Смотри, как красиво плавает. Я кидаю. Тишина. Рыбы нет. Меняем точки, меняем места. Рельеф очень интересный, с крутыми свалами. Там сразу там, 6-10 метров уходит практически возле берега. Делаем заброс, ну опять тишина. Ух ты же! Видел? Подача окунь, наверное. Классно. На паузе. Подсек. Может, и щука, кстати, хватало. Потому что новый очень сильный такой, резкий очень. Приманку на дно не ложил. Проводка была в толще воды. Будем пробовать. А вдруг? Я уже думаю, ну, Максим молодец, не расстраивается. Курятник и все дела. Он в позитиве. Переходим дальше. Заброс. Рыбы нет. Заброс рыбы нет. Заброс рыбы нет. Видим красивый остров. Нам сказали, что это остров любви. Да, красивый. Он в камыше и большие деревья. Ну, судя по тому, что якорь у нас ушел на метров 5, там должно быть глубже. Кто тут меньше? Подходим мы к острову. Возле острова небольшой залив. Делаем постановку. Кидаем к берегу там травкой. Принимаю решение кинуть в противоположную сторону, понятно, на глубину. Понимаю, что там, в принципе, может быть сильно глубоко. Долгое падение приманки. Порядка 10-15 метров глубины. И буквально там через несколько метров. Ура! Я вижу, как спиннинг прогибается, как у Максима загораются глаза, как он что-то тянет и говорит: это не трава, там что-то сидит. Радость, крики, хватает оператор в камеру. Аленка визжит. Он тянет, тут какая-то остренькая голова, какие-то шевеления и с криком «щука». Была небольшая щука, с радостью ее тяну.
И в мыслях не садись. Она выходит на свечу, быстро спиннингом ее душу, подсака нет. Ура! Первая красивая рыбка. Рыба есть, надо уметь ловить. Быстро подвел к лодке, как я быстро сходил, молниеносно так бах. Все, есть, все, крики, ура, 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 ура. Все, курятник уже не наш. Курятник уже не наш. Все. После этого Максим сказал, ну, можно, в принципе, ехать. Я уверен, что у них пусто, что мы победили. Расслабился полностью, мы улыбаемся, представляем, как вы чистите курятник. Максим. Надо же опять патрулить нашу команду, делаем фото, отправляем в Вайбер. Точите лопаты. В процессе ловли этой уклейки происходит переворот кружков. Целых 2 сработки у нас произошло одновременно. И мы думаем, что надо кидать эту ловлю. Ну, конечно же, на кружки что может клюнуть? Только трофей какой-нибудь. Вот такой в размере 5 килограмм. Естественно, все удочки были сразу отложены в сторону. Прыгнули мы на весельную лодку, которая у нас осталась. Никому не говорить. И та-дам! Наш первый окунь зажигает надежду в наших сердцах. Ну, продолжаем ловить с пирса. И через некоторое время снова сработка. Очередная сработочка у нас. Поедем, посмотрим, что принесет нам на этот раз кружок. Ну вот, очередной кусочек. И мы начинаем танцевать, потому что мы точно уже не чистим курятник. Ну, если они со щукой не приедут, то в принципе, да, есть. Смотрю, времени остается все меньше. У нас 2 окуня и, как неудивительно, пару уклеек. Я говорю, Саша, меняем тактику, переходим чисто на уклейку и начинаем ее вообще темповать, как это называется, в соревнованиях, ловить, чтобы реально как бы выиграть весом. Юля показала себя таким молодцом. Она, ну, это просто вот этот дух соперничества в ней. И я думаю, что у нее были вот эти магические дары предвидения, скорее всего. Потому что она эту уклейку тягала одну за одной. Время подходит к концу. Не хочется уходить с воды, хочется все-таки половить рыбу, найти здесь трофейную щуку, но шансов нет. Собираем снасти, достаю якорь и... Что там? Ах, нифига ж себе. Что это, Максим? Смотри, что мы нашли. Что-то зацепилось, думали, трава, и достаем браконьерскую снасть. Там такая. Как дела? Ага, так большая такая. Это межа или как ее называют? Короче, ее ставят, и рыбка туда заплывает, а назад выплыть не может. Ну, рыбки там нету? Не, рыбы нет. Смогла выплыть все-таки. Кто-то ее потерял просто. И что мы с ней будем делать? Чтобы не гибла рыба, мы принимаем решение забрать с собой на берег, положили на борт лодки и забрали с собой. Ну, вообще, браконьерские снасти собирать нельзя, забирать. Надо вызывать рыбнадзор и сообщать им, где эта штука лежит. Но
Так как она потерянная, давно лежит, соответственно, никто о ней не знает, мы лучше заберем ее и на берегу Уничтожить? можно использовать в качестве декорации. В голове крутится, что же у них. Уклейка, кружки, шансы у них большие. Как ты думаешь, поймали что нет? Они? Я надеюсь, что нет. Уклейки не должны поймать, наверное. Но нашу щуку они не победят. Я понимаю, что наша команда прекрасно в курсе, что с берега хорошо ловится уклея. Я была уверена, что они сейчас станут, отловят целую вязанку уклеи, и мы проиграем. Ну и смотрим, уже лодочка с нашими ребятами плывет. Мы думаем, ага, сейчас они нам ничего не покажут, кроме утреннего окуня. Ну, у нас-то щука и еще утренний бонус. Мы подъезжаем, ребят нас встречают, уверяют, что уклеи у них целое ведро. Лопаты ваши, Максим. Какой? А ты вчерашний вес учитываешь? А у нас еще окунь здоровенный. У нас ведро уклейки и 2 окуня. Ведро уклейки? Каких 2 окуня? Откуда вы поймали? Где вы? На что поймали? Кто поймал? Андрей поймал все. Андрей поймал. Опять же мы встречаем сытую кошку, счастливую от 2-го дня уклеи. Ребята приволокли с собой вот такую вот щуку. Кошка смеется. Я даже взвешивать не буду. Готов смешить. А чем вы занимались, вообще не понимаю? Чудо ты. Но все решит взвешивание. Итого вес 500 грамм. Смотрит команда соперников. Итак, Щуку я бы отпустила. ну, можем отпустить. Блин, ну, Хотя Жанна против. Жанна ж готовить хочет. Хорошо. 200 грамм. Бабам! Смотри. Ура! 200 граммов. Каких-то 200. У тебя было 700 здесь, а у нас 800. 100 грамм разница. Та-дам! Лопаты в руки. ура! Берем. Казалось, что у них рыба тяжелее всего лишь на 100 грамм. 100 грамм – это 10 уклеек. 10 уклеек, которые клевали как сумасшедшие, как из пулемета, которые мы могли их наловить 2 часа назад. 2 часа назад мы могли бы наловить этих уклеек, чтобы у нас вообще не было никаких вопросов. Почему? Почему мы уперлись в фидер? Почему мы ждали поклевок от кружков? Для меня это просто загадка вообще. Просто загадка. 100 граммов могли бы быть в коте, и, скорее всего, в коте было бы больше граммов. Но кота мы взвешивать не стали. Скажем так, наши соперники проиграли из-за того, что они были очень добрые и закормили кота. Я думаю, просто Юля не смогла выдержать этого взгляда кошки. Ура! Мы победили 700 грамм. Спор есть спор. После взвешивания мы понимаем, что курятник наш. Я пустил скупую мужскую слезу, отвернувшись от камер. Выходим на улицу, с радостью посмотреть, как это все будет происходить. Пригласили всех желающих, всех жильцов этой усадьбы на это зрелище. Кто хочет посмотреть, стоит шикарный трактор оранжевого цвета.
я еду на тракторе. Они, конечно, боялись, что я их поубиваю там на этом тракторе. Мне показали только первую передачу. И мы поехали за песком. Потому что курятник еще надо засыпать песком. Песчаный карьер, 2 человека. Спасите! Давайте быстрее, нас сыры ждут, еще курятник не чищен. Саша, я предлагаю тебе песок. Мне, ты в курятник не поместишься физически, поэтому ты с лопатой сегодня, а я как бы все остальные. Грязные процедуры. Юля, я сегодня с лопатой, только благодаря себе. Благодаря себе. Давай, время. Давай. Куры не подождут. Набрали песка, едем в курятник. Потому как надо очень быстро чистить курятник, потому что у меня уже ждет дегустация сыров. Приехала замечательная женщина Оксана, привезла много вкусняшки. И это как-то мотивирует побыстрее проскочить вот этот вот процесс. Не сильно приятный визуально и не только визуально. Я этот курятник не видел, на самом деле, пока Юля там договаривалась о споре. С кем она там спорила, я вообще не знаю. Юля. Я никогда этого не делала. Я думаю, что ты никогда этого не забудешь, что ты это делала, понимаешь? Если бы я знал, что куры столько срут. Давай. Спиной не становись к камере. Рыбу научитесь ловить. И все, иди отсюда. Саша, ты что-то ни хрена не помогаешь. Солнце, чем тебе помочь? Давай, Юля! Снимайте процесс нашего позора. Кстати, беру в жены, наверное. Они меня троллят и снимаются, со мной селфи делают. И, кстати, удивительно, но я получила от этого удовольствие. И очень много насмеялась от этого всего процесса. О, боже мой. Юлька, что-то от тебя пахнет. Могу сказать то, что запомню эту рыбалку на всю свою жизнь, оставшуюся. До последней минуты буду помнить все эти моменты, все, которые происходили, абсолютно. Но курятник, это было что-то. Это было просто бомба, это бомба. Я детям своим покажу, я внукам буду рассказывать, как это было. Но на самом деле... Песок засыпаем. Мне уже говорят операторы: Юля, время, пойдем дальше снимать. Я говорю: подождите, надо все сделать качественно. Мы не на камеру, мы для себя делаем, для курочек. В общем, засыпали песочком. Ну что, Саша, мы это сделали? Хочется ругаться матом, но да, сделали. Не, сказал, сделал. По-честному, да. По-честному. Но в следующий раз ты придумаешь. Наказание. Дай мне слово, что это буду Я делать даю тебе слово. Не, какая красота, зато курочки жить будут. Все, пошли на ужин. Пошли помоемся, может, сначала ужин. Пошли. А пока остальные ребята отдыхают, у меня супер бонус дегустация сыров. И рядом со мной Оксана Лашкевич. Оксаночка, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы делаете сами домашние сыры, держите козочек. И сегодня привезли на дегустацию самое вкусное. Сыры
сделаны из козьего молока, без пастеризации. Козы ходят на выпас, они едят то, что хотят. Из-за этого вкус молока достаточно качественный. Да. Добавляется в молоко только бактериальные культуры и ферменты сычужные, тоже натуральные. И всякие приправки. Да, и приправки. Все сыры разных сортов, скажем так, разные выдержки, разные технологии приготовления. Но суть одна – это остается натуральный, абсолютно натуральный продукт, без всякой химии. Давайте тепленький пробовать. Давайте пробовать, да. Сыр для гриля. Вот он представлен рядом. Сыр с мятой. Это одно и то же. Да, да. Это сыр сделан по типу греческого сыра халуми. А рядом что за вкусняшка? Это сычужный сыр с добавлением травки. Травка называется пажитник. Вот это я точно не пробовала никогда в жизни. Он дает немножко Он такой пахнет очень привкус. интересно. Он пахнет немножко орехово-грибной такой запах. Грибами точно. Сыр молодой, он приготовлен вчера, поэтому, естественно, вкус сыра достаточно такой свежий, насыщенный. Но это сыр называется монастырский. Я по подобию сыра, который делают во французских монастырях, попыталась сделать немножко свою импровизацию. Совсем другой запах. Потому что сверху он покрывается плесенью, этому сыру больше 2 месяцев. Вот этот тоже сыр интересный. Это сыр в покрытии специальном из какао, кофе. Это какао? Да, там и какао, кофе натуральный молотый, немножко перца и оливковое масло. Он тоже выдержанный, тоже где-то больше 2 месяцев. Это сделан по типу американского сыра. Это брынза, которая маринована в растительном масле с вялеными помидорами, с травками. Вяленые помидоры в сыре. Можно чеснок добавлять, можно добавлять лимончик. Пахнет горчицей. Да, там есть горчица, семена горчицы тоже. А сейчас тадам, барабанная дробь. Я знаю, что это самый опасный сыр. Это сделан по типу швейцарского сыра. Да, он обваливается в молотом перце. Причем перец сначала нужно обжарить, потом только смолоть. Вот, и потом обвалять. И он выдерживается. Он может выдерживаться очень долго. Можно есть свежим, где-то недельной, 2-недельной выдержки. Вот тогда он получается такой достаточно мягкий. Или же после годовой где-то выдержки, даже полгода, он становится таким твердым шариком. Как я говорю, сыр для настоящих мужчин. Мужчины, вы успеете попробовать? Как не сильно перченый. Я выбрал нормальный кусок. Я же продуманный. Надеюсь, когда-нибудь вы приедете ко мне в гости. А почему именно козий сыр? Потому что я очень люблю коз. А коза – это молоко. А дальше уже сыр. А дальше уже сыр, да. Мечта же есть название, да, у вас? Да, Крайна Мар. То есть страна мечтаний. Да, страна мечты, страна грез. Страна грез. Что-то такое. Крайна Мар. Да. Очень красиво названо. Вот так осуществляются мечты. Да. Мы немного отдохнули, наступает вечер, быстрая подготовка к нашему кулинарному шоу. Рыбку мы сегодня поймали небольшую щучку. Вторая щука, которая побольше нашей, была поймана Жанной. Она офигенный рыбак. Мы видели на днях, нам сбрасывали кучу фотографий, сколько она вылавливала здесь щук. Было, правда? Было. Вот, поэтому одна рыбка наша, вторая Жанна. Что мы будем готовить? И сегодня мы запечем эту рыбу в русской печи, но предварительно мы нафаршируем ее жареными грибами. Ого. Да, это старинное русское блюдо. Обалдеть, ни разу не пробовал такого. Для этого нам понадобится щука, а грибы я предварительно поджарила с луком и заправила сливками. Картошка обязательно будет где-то или нет, можно любую, можно вообще положить сырую, тонко-тонко нарезать. Но чтобы у нас было быстрее, мы ее предварительно отварили. Да, овощи как бы для гарнира и немножко лимона для спрыскивания самого филе. Какие приправки сюда будут? Я думаю, что мы просто посолим немножко щучку. Просто рыбу? Просто рыбу. С натуральным вкусом? Да, с натуральным. Хорошо, окей, что делать? Нам нужно разделать щуку. Смотри, ты берешь большую.
я беру поменьше. И смотри, нам нужно разделать эту щуку так, чтобы одна часть филе держалась на хвостике, а вторая часть филе держалась на самой голове. Хребет не вырезаем. Хребетик мы вырезаем. Вот смотри, у нас одно филе получилось с хвостиком. Да. Мы довели до хвостика и прорезали область позвоночника. Мы немножко присолим. И аккуратненько, получаться не будет, я тебе сразу говорю, сразу. Смотри, я заворачиваю, сразу беру, скалываю. Ну, можно взять деревянные шпажки, там можно взять зубочистки, или у нас, например, нет такие бамбуковые палочки. Здесь не переживаем, что оно разваливается, потому что когда мы это все поставим, вот оно у нас будет стоять вот так, и у нас получится, все это будет тушиться в самой щучке, да. Печь готова? Да, печь готова, и торжественное право погрузить туда наш предоставляется моему новому диагнозом кулинарному рыболовному И рыбалка. Максиму. Да, спасибо. Как далеко ставим? Дать средний жар туда. Чуть-чуть еще. А, то есть мы регулируем, да? Да. По щучьему велению и по нашему хотению, наверное, готово. Давай проверять. Давай. Я думаю, уже пора. Да, посмотри, она подрумянилась. туда идет, обалдеть. Я буду первый, кто это, второй, такой лишний. Ура! Смотрите, какая красота. Вы такое видели? Я думаю, вы сейчас приступите к дегустации. Также я хочу представить вам наши местные вкусняшки. Колбаса из лося, копченая, да, горячего копчения, а это диплопе нашего местного производства. Это просто вяленое мясо. Угощайтесь, приятного аппетита. Всем приятного аппетита, и операторов мы традиционно приглашаем тоже за стол. Ура! Самым ярким моментом вечера для меня становится шаржа от Алены. Алена потихоньку раскрывалась всю эту рыбалку. Сначала так была немножко замкнута, насторожена, но я уверена в том, что творческие люди в принципе не могут быть плохими, а девушки с такими горящими глазами очень глубокие и душевные. На самом деле так и произошло. И Алена садится в круг, приглашает всех желающих, чтобы их порисовать. И я вот вижу, как она это делает, я вижу ее глаза, и у меня слезы на глазах появляются. Я прошу Алену нарисовать саму себя, как участницу этих всех съемок. Она говорит, я не люблю себя рисовать, это сложно. Но в итоге соглашается, и я с гордостью держу зеркало, чтобы она могла себя нарисовать. Я бы сказала, себя неинтересно рисовать, потому что я не услышу восклицания «Вау, как здорово!», к себе я всегда отношусь требовательно.
Мне понравилось, как я нарисовала других. Себя я рисовала так, что, ну, давайте я уж пойду отдохну. И я уже нарисовала. На себя никогда не хватает сил. Всегда хочется выложиться для кого-то другого. Вечер не только портретов, но и песен. Приехали друзья, знакомые хозяина, гости, отличные ребята, которые играли на гитаре, все пели известные песни 90-х годов. Белый снег скрывает все грехи, белый снег, как белые стихи, тихие мысли и шаги людей. Эти 3 дня для меня стали некой феерией, несмотря на то, что поздняя осень, но за счет вот этой теплой атмосферы, этого теплого приема, ну это просто не забыть никогда, наверное. Всю ночь кружит одна белый лист бумаги на ветрах. Конечно, я никогда этого не забуду, это здорово. Я не ожидала. Я получила кучу эмоций, познакомилась с хорошими людьми, насладилась улыбками, компаниями, беседой. И теперь на таком позитиве можно рисовать дальше. Черно-белое кино, как черно-белое кино, как клавиши полуночных нот, как лунное вино. Классное место, очень душевное. Сюда приезжают разные люди, наслаждаются природой, атмосферой. Да, здесь высокая достаточно энергетика. Мне очень понравилось, и хотел бы здесь еще побывать, сюда приехать. Грязь под утро превратится в снег, будто не было его и нет. Поэт, прочитав, порвет листки. Я очень люблю природу, очень люблю рыбалку, люблю знакомиться с потрясающими людьми. И у меня в жизни всегда так получается, что они удивительные. В комнате так темно, и только свет фонаря в окно упал волшебным сном. Как черно-белое